Навальный находится в уникальной ситуации, никто не расследует его убийство. Мы автоматически понимали, что мы, скорее всего, будем про это писать. Нам важно знать, как зарабатывает зять президента. Я видел прайс-листы, по которым продаются такие данные. Пробить целиком рейс стоит 5000 из-за Навального. Пиво. Варов Алексей Владимирович, ИНН, СНИЛС, госномера. У нас рекорднейший трафик, рекорднейший. Воду пьете? Нету никаких опасений? Сейчас задумался. Сейчас задумались. Это трюк. Автор этой статьи никакой не Госдеп и не спецслужба. Это реально очень-очень интересный квест. Чьи это деньги? Привет, друзья! Я уверен, вы следите за новостями. В курсе, конечно, истории с расследованием об отравлении Алексея Навального. Я даже сейчас говорю не о оглушительном продолжении, когда Навальный звонил ФСБшнику, а про то, с чего все началось, про расследование Bellingcat и инсайдера. Нам показалось, нам в редакции, что этой истории не хватает одной важной портретной детали – личности самих расследователей. То есть они у себя в текстах подробно описывают, как они вели эти расследования. С другой стороны, мы слышим, что это никакое не расследование, а легализация материалов западных спецслужб. Западные спецслужбы либо обеспечивают этих расследователей информацией, либо направляют их в нужную сторону. Нам стало интересно, кто эти люди, и нам показалось важным рассказать про них, как они пришли к этой работе, откуда они работают, на какие деньги они ведут свои расследования, стоит ли кто-то за ними. И мы для начала встретились с двумя ключевыми людьми в расследовании об отравлении Навального. Это Христо Гозев, он живет в Европе, мы там с ним говорили, и это Роман Доброхотов, главный редактор издания «Инсайдер». Он, к моему большому удивлению, нашелся в Москве. Роман, я когда говорил в своем кругу, что буду делать с вами интервью, во-первых, никто не верил, что вы в России. Да, почему до сих пор никто не верит. А потом люди спрашивали, в смысле в России, он что, еще жив, живя в России? Как вы вообще себя чувствуете, как ваше здоровье? Покашливаю немного, но это максимум плохих новостей на данный момент. Ну, я думаю, что это довольно важно, работать из России, когда мы видим, что какой-нибудь там Владимир Соловьев, резидент с озера Кома, нам рассказывает о том, какие мы предатели иностранных разведок, а там Доброхотов из Ясенева и Навальный из Марина ему вот отвечают отсюда, это звучит совсем по-другому, да? Ну и потом, ну просто для меня даже это принципиальный вопрос. Христо Гозев до последнего не говорил нам, где мы с ним будем встречаться. В итоге мы в Вене, это самый центр австрийской столицы. И вот на этой улице он должен через пару минут появиться. Вы какие-то меры предосторожности приняли сегодня, прежде чем с нами встретились? Да, просто я бы не сделал этого, если сам Рома Доброхотов мне не дал гарантию. Так что я от него получил. А если вам просто звонят какие-то люди из Москвы и говорят: Христо, мы хотим к вам приехать, что происходит? А такие бывают. Я просто не отвечаю на такие предложения. Постоянно бывают. Я беспокоюсь о источниках, которые мы использовали. Я реально беспокоюсь о них. Я беспокоюсь о том, не было ли какая-нибудь там случайно попавшая ошибка в текст и так далее, и так далее. О своей безопасности буду думать через пару дней. А расскажите нам, мы сейчас где? Это конспиративная квартира? Это конспиративная квартира. Здесь мы сделали большую часть расследования, просто потому что надо было где-то встречаться и с CNN, и с Spiegel, и с другими людьми. Так что вот здесь мы встречались. Мы просто заказываем в последнюю минуту, так, чтобы никто не знал заранее, где будем встречаться и где будем работать. То есть до этого, до сегодняшнего дня вы в этой квартире не работали? Один раз работали. Завтра вы окажетесь в другой, если продолжите? Да, и так и будет. Я думаю, что после того, как вы снимаете здесь, не будем больше использовать эту квартиру никогда. Кто выступил инициатором этого расследования и кто в нем участвовал? Мне уже сложно
вспомнить, кто из нас, я или Христа, первый заговорил о том, что надо обязательно про это написать, но я думаю, что об этом не надо было разговаривать даже нам, потому что у нас была целая серия расследований на смежные темы. То есть мы автоматически понимали, после того, как отравили Навального, что мы, скорее всего, будем про это писать. Вы и Bellingcat, вы и Мы Христа. инсайдер Bellingcat, да. И мы уже нашли, собственно, виновных. Тогда мы... И CNN была очень заинтересована. И мы тогда просто скооперировались с CNN, чтобы они сделали, например, репортерскую часть, видеочасть. Это было тоже очень важно. Можно вам спрашивать, это ваша команда отравила Навальный? И поэтому мы их тоже в итоге включили в число. Так что в итоге это Bellingcat, Insider и CNN. Мы считаем, что это как бы все три были соавторами в данном случае. Мы сейчас, друзья, едем с вами в одно очень важное для меня место, которое я давно хотел вам показать. Это место называется «Первая пилотажная зона». Я там учился летать на вертолете уже 12 лет назад. Вы же помните, что я пилот? Та зона, куда мы едем, находится примерно в 80 километрах от Москвы. Если честно, я ни разу не приезжал туда по земле, всегда прилетал на вертолете. По воздуху это довольно близко, по земле даже побольше часа. Сейчас мы едем по Новорижскому шоссе, но очень скоро свернем на менее приятную дорогу. Именно поэтому мы едем на внедорожнике Kia Mohave, который я сегодня попросил у наших друзей из Kia. Вон, видишь, что творится? Перегородили добрые люди дорогу. Придется объезжать. Там есть тропа Хошимина в лесу. Заодно будет настоящее испытание для нашего Kia Mohave. Ну все, дорога, считай, закончилась. Здесь далеко не каждая машина проедет. Кто-нибудь обязательно сядет на брюхо. Упс. Но поскольку мы на внедорожнике Kia Mohave, то я чувствую себя вполне уверенным. К тому же вот включил режим «снег», то есть движение по снегу. Дороги я вообще не наблюдаю, включим пониженную передачу на всякий случай. Ап! Если бы это был даже просто кроссовер, он бы тут уже сел. Да, это настоящий внедорожник. Вот мы в первой пилотажной зоне, друзья. Оба! Ха-ха, молодец, Kia Mohave. Давненько я не был в этих местах, как я уже сказал, никогда не был по земле. А между прочим, вот здесь, вот на этой самой дороге, состоялся мой первый самостоятельный вылет в качестве пилота. Это важная фаза обучения, когда тебя уже научили летать, неважно на чем, ты должен вылететь самостоятельно. То есть доказать, что ты психологически готов оказаться в воздухе один без инструктора. Это важный этап, потому что на нем кое-кто отсеивается. Но поскольку я работал уже на телеке, еще на телеке, и мы снимали этот момент для программы «Авиаторы», я больше беспокоился о том, чтобы была хорошая картинка. И с точки зрения пилотирования все прошло очень хорошо и без всякого волнения. Я очень рад, что сегодня смог вам показать это место. Сам я тут словил такую сладкую ностальгию. Уже больше 10 лет прошло, как я учился пилотировать в этой первой зоне. Круто, что модельный ряд Kia содержит в том числе и такие автомобили, а значит, у тех, кто хочет испытать больше свободы, больше адреналина, есть выбор. Переходите по ссылке в описании, чтобы подробнее изучить характеристики Kia Mohave. Ну, а мы возвращаемся в город. Правда, перед этим еще нужно выбраться отсюда. Как распределяются ваши обязанности между вами и Романом? Ну, я с ним общаюсь 7-10 раз в день, полный брейнсторминг в реальное время, так что никак не сказать, кто сколько делает. Это буквально брейнсторминг по его времени 2 ночи. Скорее всего, все, что связано с данными, здесь сделано, потому что я его пытаюсь
беречь от нарушения российского закона там, по базе по личным данным. Вот мы к вам прилетели 2 рейсами из Москвы в Стамбул, из Стамбула в Вену накануне. Это что значит? Что с этого компьютера вы можете сейчас посмотреть, кто летел с нами в одном самолете? Да, могу. Зная, что вы летели этими рейсами. Как это работает? Можете показать, Христо? Нет, не могу показать, потому что это именно надо через Telegram-бота и находить людей, которые готовы это сделать для вас. Вообще эта база в легальном состоянии где хранится? Это что такое? Вот эта база называется Sirena Travel. Это общая база всех турагентств, которая доступна, кажется, каждому турагентству в России. На протяжении этих годов, в которых мы работаем вместе с Ромой, мы скачали все эти базы, которые смогли найти. Но биллинги-то нужно находить где-то в Даркнете? Да. Нет, прямо в Телеграме. И расплачиваться как? Биткоинами или прямо многие из них вообще хотят и на Сбербанк получить оплату. Это для нас проблема, потому что у нас нету карточки Сбербанка, чтобы им платить. Как вам кажется, данные, которые были опубликованы, действительно могли быть куплены в сети? Я абсолютно в этом уверен, потому что видел не раз прайс-листы, по которым продаются такие данные. Они очень доступны на рынке, и за последние годы становятся все доступнее и доступнее и доступнее. Ну вот, например, биллинг с геолокацией, да, то есть вот передвижение мобильного телефона за сутки по прайсу, по последнему, который я видел, можно купить за 4500 рублей. Еще там несколько лет назад такие данные, насколько я знаю, на черном рынке продавались за сотни тысяч рублей. То есть, а теперь это может купить буквально там каждый школьник. Даже не заходя в теневой интернет, в обычном открытом интернете можно найти кучу таких объявлений на самых различных ресурсах. Как вообще это работает? Некий автор объявления, который предоставляет услуги по пробиву, пишет на таком форуме, что вот, да, он это может делать, и создатели этого ресурса, как правило, проверяют реальность этого пробива, да, потому что, чтобы это не был какой-то мошенник, который будет предоставлять фейковые данные. Если проверка успешно пройдена, человек, в общем, выкладывает объявление, к нему можно обращаться. Вот. Цены достаточно демократичные, то есть там самые дорогие услуги, типа вспышки, да, они там стоят около 30 тысяч рублей, а там пробив просто там паспортных данных или чего-то такого, там бывает и 200 рублей, и 500, ну то есть цены очень разные. Мы решили попробовать и пробить меня по базе. Так, для этого мне нужно полное ФИО и дата рождения. Сейчас, одну секунду. ПИО. Варов Алексей Владимирович. Искать. Много будет таких. Так, нашел 2 паспорта. Менял недавно, да. Так, основные данные. О, Господи, сколько телефонов. Это за все мои годы работы, мне кажется, телефоны здесь. Там еще и места работы будут все. ИНН, СНИЛС, госномера. Да, это все верно. Причем все старые машины какие-то тоже здесь есть. Ничего себе. У меня был ВАЗ-2103. А в каком году? Они вообще в 90-х у меня было. Ничего себе. Это все помнится? Все ходы записаны. Эту информацию может получить любой, кто заплатил сколько? Ну, я думаю, что одна выписка будет стоить рублей 50. На самом деле, вот эта информация, которую Роман мне показал, она действительно копеечная. Там большинство данных уже устарели, а, в принципе, место жительства, телефон мобильный, место работы – это все действительно очень легко в современном мире найти. Не нужны никакие специальные супербазы. И поэтому мы решили проверить и вторую часть информации, что за несколько большие деньги, за несколько тысяч рублей или там не за несколько десятков тысяч рублей можно получить, например, информацию о моих недавних перелетах и узнать, кто сидел со мной на соседнем кресле. И вот мы уже написали одному человеку. Можно отметить, что это могут быть посредники к посредникам, да, то есть там цепочка может быть очень-очень длинной. Возможно, сейчас он пересылает это сообщение еще кому-то. Мы не понимаем вообще, кто скрывается. Абсолютно, да. Еще, то есть это может быть длинная цепочка. Он, значит, написал интересную вещь, что, значит, пробить целиком рейс стоит 5000. Причем написал из-за Навального. И половина сотрудников ушли за газ. Скорее всего, он говорит о том, что люди, с которыми он сотрудничает, они, в общем, опасаются, что в отношении них будут как раз контрольные закупки, вот, и проверки, и поэтому цена поднялась.
Мы договорились с одним из людей, который занимается пробивом. Он написал: давай сделаем. Как перевести деньги? На Яндекс деньги. Все. Что может быть проще? Итак, сейчас остается только ждать. Займет это примерно 1 день. Вот прошли сутки, и вуаля, все есть. Полный список пассажиров рейса Аэрофлота, которым мы 13 октября летали в Саратов. Мы снимали там выпуск про Юрия Гагарина. Вот я, вот Саша оператор, Дима оператор, и там была сложная история, мы еще брали продюсера Настю. Вот мы все с полными своими данными, все работает. Ну, в принципе, абсолютно любая информация, которая есть у государственных органов, абсолютно любая, в том числе там состояние здоровья там, и так далее, все это сливается в сеть. Все, ну просто поскольку ко всему этому имеет доступ ФСБ, следовательно, ко всему этому имеют доступ пробивщики. То есть получается, что на самом деле вот этот колпак большого брата, о котором мы столько слышали, оказался палкой о двух концах. Абсолютно, да. Кто эти люди, которые поставляют эти данные за деньги? Это сотрудники правоохранительных органов, сами ФСБшники. Кто это? Нет, я думаю, что многие из них обычные молодые люди, которые устроились на работу где-то там вот в турагентствах, в банках, в мобильных операторах, которые зарабатывают немножко денег. У них, скорее всего, есть крыши со стороны правоохранительных органов, которым они оплачивают тоже часть этих денег, которые зарабатывают, чтобы их не трогали. Я как представляю, что люди, когда продают кому-то эти данные, да, они же понимают, что это, возможно, что они продают данные ФСБшников, которые там какую-то спецоперацию осуществляют, и что за это может прилететь. Или человек не понимает... Я думаю, что они этого... Смотрите, рынок-то огромный. Расследовательская журналистика в этом рынке 1%, допустим. То есть в основном это кто там? Всякие риэлторы, которые пробивают, кому принадлежит там квартира, что это за человек. Это те же самые полицейские, которым геморрой идти через суд и прочее. И вот это все. Им проще вот так вот решить вопрос. Преступники, кстати, кто угодно. Но проблемы начнутся только если Bellingcat инсайдер это выяснит, и потом Путин, значит, окажется в такой ситуации. Я думаю, что, скорее всего, они не стали бы выдавать эту информацию, если бы знали, о чем речь. Но ведь ирония-то здесь в том, что сам Путин, да, скрывает эту схему и скрывает, что эти все люди имеют отношение к этой операции. Поэтому и пробивщики, да, ну, те, кто занимается вот этим всем, они тоже не знают, что эти люди имеют отношение к громким историям. Этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. Это известно, во всем мире применяется этот трюк политической борьбы. Если помните, Путин, отвечая на вопрос о расследовании об отравлении Навального на своей пресс-конференции, объединил в своем ответе 2 расследования. Вот это про отравление и второе про своего бывшего зятя Кирилла Шамалова. Это расследование было проведено изданием «Важная история», и, если коротко, напомню, там была суть в том, что, став зятем Владимира Путина, Кирилл Шамалов получил множество хороших подарков судьбы, одним из которых был пакет акций компании «Сибур» с рыночной стоимостью в $380 миллионов, приобретенный примерно за $100. Там все время говорится «зять президента, зять президента». В конце пишут, что все-таки бывший зять. Хотя по ходу пьесы все время ввинчивает в сознание читателя, что это зять. Это вранье, потому что мы буквально во вступлении к тексту говорим, что это бывший зять. Они были женаты с Тихоновой какое-то время назад. Он соврал и оскорбил меня и моих соавторов, назвав нас агентами западных спецслужб. И я специально в своем ответе говорил, что автор этой статьи никакой не Госдеп и не спецслужба, а молодые журналисты из Ярославля, Магадана, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. И, конечно, нас оскорбляет такое голословное обвинение президента. Мы, в отличие от него, все свои факты можем доказать документами. Но смотрите, у вас сказано, что исходный материал предоставлен анонимным источникам. Всегда, когда есть такие объяснения, возникают предположения, что источник может быть из спецслужб, как тех, так и этих. Ну, это в зависимости от того, как человек смотрит на окружающий мир. Если он везде видит заговоры, везде ему чудятся враги и агенты, то он будет воспринимать именно так. А если человек живет в реальном мире, то он должен полагать, что иногда бывают просто неравнодушные люди, которые хотят поделиться какой-то информацией с журналистами для того, чтобы она стала публичной, потому что эта информация общественно важна, а эта история, безусловно, общественно важна. Источник сам на вас вышел? Сам вам написал? Он обратился, да, в издание для того, чтобы... И предложил, соответственно, доступ к этим документам и сказал, что... Или сказал ему, не знаю, ни пол, ни имя.
используя шифрованную почту, и сказал, что он предлагал эти же документы другим СМИ, но они отказались. Вы этого человека не видели и не знаете? Понятия не имеем. И как он получил эти документы, не знаете? Понятия не имеем. К чужому имейлу доступ получить достаточно сложно, на мой взгляд. Это зависит от того, насколько человек умеет защищать свой имейл. У тех же важных историй в этом тексте был забавный момент про то, что в какой-то момент Шамалову сказали, что к его почте есть доступ, а он переслал это письмо своему помощнику с вопросом, что это такое, и даже не понял, кажется, о чем речь. Если, наверное, человек так к этому относится, то доступ к его почте получить довольно просто. Но в то же время сегодня с помощью двухфакторной аутентификации, с помощью регулярной смены паролей и прочего можно достаточно надежно защитить свою почту, просто нужно этим заниматься. В тех же прайс-листах мне попадались такие строчки про возможность взлома почты. Это там тоже фигурирует. И такая услуга оказывается. Но там всегда написано, что вероятность успеха около 30%. То есть этот результат не гарантирован. Какой худи выбрать? В новом красном цвете? Или классический черный? Или все-таки в красном? Если вы думаете, что это сложный выбор, то что вы скажете о таком? Президент первым на российском рынке представил зубные пасты с контролируемой абразивностью. А это значит, что теперь каждый может выбрать зубную пасту согласно своим индивидуальным потребностям. И хотя этот выбор намного важнее лука, на кону все-таки здоровье и красота ваших зубов, сделать его совсем несложно. Существует специальный показатель RDA, который обозначает уровень абразивности зубной пасты. Чем он выше, тем сильнее паста воздействует на эмаль. Вот, например, RDA 25 идеально подходит для ухода за чувствительными зубами. RDA 75 для ежедневного очищения и придания зубам естественной белизны. А RDA 120 и выше для интенсивного отбеливания. Для каждой задачи нужна своя зубная паста. Не ошибиться поможет специальная шкала RDA, которую вы найдете на обороте упаковки. Ну а если сомнения все-таки остаются, подобрать зубную пасту вам поможет чат-бот президента. Какой эффект вы ожидаете от пасты? Отбеливание зубов. Факторы, которые влияют на здоровье. Частое употребление чая и кофе. Наверное, иногда чувствительность к холодному и горячему. Итак, мне подходит президент реноме RDA 75 для здоровой белизны зубов. Вот она, для ежедневного очищения и безопасного отбеливания. Как видите, выбрать зубную пасту оказалось не очень сложным делом. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать, какая паста подходит именно вам. Какой выбрать худи? Может, все-таки черный? Сколько было всего исходных документов? Около 10 тысяч писем. То есть это письма за несколько лет? Да, с 2003 по 2020 год, 17 лет. И мы каждое письмо прочитали глазами. И сколько вас человек этим занималось? 6 или 7. И, соответственно, ушел год? Да. Вы как перепроверяли, все верифицировали, факт-чекали, как все это происходило? Во-первых, проверяли заголовки писем. Если вы откроете исходники любого письма, вы увидите заголовок, с какого реального адреса оно отправлено. Таким образом, мы перепроверяли, не было ли подставных фейковых адресов. Второе, мы перепроверяли по открытым источникам. Если, к примеру, Шамалову присылают документы на его недвижимость либо на компанию, мы идем в соответствующий реестр недвижимости либо компаний и проверяем, действительно ли он является учредителем компании или принадлежит ли ему тот или иной дом или участок. Вы говорите, что вот есть вы, есть Христо. А сколько всего человек занималось расследованием, вот руками работал? На самом деле довольно много людей сделало полезную работу, потому что были люди, которые помогали анализировать, скажем, Йордан Цалов тоже из Bellingcat. Это Арик Толлер, это вот он как раз из Bellingcat. Это люди, которые в Москве помогали с дронов это все снимать. Потом не надо забывать все-таки CNN, они тоже сделали, они и верифицировали информацию, то есть они сами пытались проверить. В инсайдере сколько человек этим занималось? В инсайдере, наверное, 3 человек поучаствовало. Неужели этого было достаточно, чтобы все это в десятером даже переработать и так эффективно установить все? Это было сложно, да. А поскольку Христо больше всех таскал рояль, он такой
трудоголик в этом смысле, то есть он он получает удовольствие, как и я, от работы, и поэтому он даже берет на себя максимум, что он может на себя взять. Но действительно ночью вообще не спал. То есть иногда просто вообще физически не спал. 4-5 дней вы работаете круглосуточно? Да. Самый длинный марафон у вас какой был? Ну нет, 4 дня был самый длинный, там, в котором спал час дня или час ночи, 2 часа ночи. Здесь тоже не помогает то, что Эллиот тоже с таким энтузиазмом тоже подходит, что он сразу начинает выпускать твиты, ожидайте что-то в пятницу. А может быть, в понедельник будет готово, но все-таки надо в пятницу, потому что все ожидают уже. Журналисты The Bell, в нашем кругу вполне уважаемое издание, посчитали, что такое расследование, как про отравление Навального, примерно 1 миллион рублей требует, по крайней мере, на покупку всех этих баз и прочего. Это верный расчет? Ну, это вопрос, опять же, к Блинкет, поскольку они оплачивали, может быть, я не знаю даже, честно говоря, какой бюджет у Блинкет, никогда не интересовался. Если всю смету сложить вместе, сколько стоило ваше расследование? Где-то между 10 и 20 тысяч евро. На какие деньги делаются все эти расследования? Ну, и для инсайдера, и, насколько я знаю, для Блинкет, конечно, очень важным источником являются донаты, пожертвования. Насколько мне известно, у Блинкет есть гранты, и почему бы голландской организации их не получать. А у инсайдера? Инсайдер на какие-то расследовательские проекты сотрудничал с такими организациями, как OCCRP, которые тоже выдают гранты на расследование. Но мы, опять же, инсайдер — это латвийская организация, поэтому мы находимся вне российского правового поля, и поэтому инсайдер не обязан отчитываться за такого рода гранты. Но я вам сразу скажу, что вопреки распространенным мифам о том, что вот все проплачено, значит, и они, кто платит, тот заказывает музыку. Ходорковского называют прямо. С Ходорковским никогда инсайдер от него деньги не получал, и уж тем более, я думаю, что Блинкет никогда не получал. Чьи это деньги? Мои. Вы просто как меценат потратили собственные деньги на... Ну да, потому что Bellingcat же фонд, он не может себе позволить оплачивать такие серые данные. Потому что он же получает гранты от государственных структур голландских, от негосударственных. Это есть лотерея голландская, которая один из грантодателей. Ну, у них условия такие, что нужно очень осторожно работать с этими деньгами, потому что Bellingcat не может себе позволить. А вот если никто не оплатит эти деньги, то просто этого не будет. Как финансируется ваше издание? Не отвечаем мы на этот вопрос, потому что мы не хотим упрощать жизнь тем органам, которые пытаются нас закрыть в России. Ну, вы понимаете, что в этом месте многие говорят, ну вот, он и признался в том, что это все спецслужбы. Ну да, мы понимаем, но тем не менее, это, знаете, когда мы принимали решение о том, чтобы регистрироваться не в России, а за границей, мы исходили вот из чего. Любая регистрация в России, она приводит к тому, что расследовательские медиа закрывают. Пример РБК, Ведомости, которые занимались расследованиями, больше не занимаются, потому что перешли под контроль Кремля и близких ему людей. И мы исходили с того, что между выбором быть ли подцензурными и лизать задницу власти, или быть свободными и называться иностранными агентами, или вызывать вот такие улыбки, что за ними стоят спецслужбы, но при этом иметь возможность говорить людям правду, мы, естественно, выбрали второй вариант, а пускай уже история рассудит. Вы знаете, в истории было много примеров, когда вешали ярлыки и всякие лейблы, но они потом спустя время срываются. На вашем рынке есть конкуренция между вами и инсайдером, например? Я думаю, что она есть... Вообще она мне не нравится, потому что журналисты должны объединяться, особенно в России. То есть она есть, раз она вам не нравится? Она есть, безусловно, да. Мы, конечно, хотим... И это нормально. Мы хотим быть лучше, мы хотим публиковать что-то, находить что-то самостоятельно, эксклюзивно, публиковать что-то быстрее. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы наконец-таки дошло до журналистов, что нужна сила нашего объединения, а не в конкуренции. То, что все ваши главные расследования связаны с Россией, объясняется тем, что вы хорошо говорите по-русски, или тем, что вам дорога эта страна. Почему? Ну, во-первых, не все. Я расследовал и Украину, я расследовал Боинг, который был в Иране, где никакой российской связи не было. Поскольку сам мандат Bellingcat, который мы сами себе дали, это расследовать государственное преступление. Почему государственное? Потому что их никто не расследует, да? И даже Запад не расследует преступления в восточных государствах и наоборот.
Вот государственные преступления в последние годы, к сожалению, Россия делает больше, чем другие страны. Как выяснилось, кстати, мы оба были в детстве фанатами Шерлока Холмса. У меня это вообще была первая книга, которую я прочел в жизни, когда в 6 лет. И это очень интересный квест. Вы каждый день получаете новые данные и придумываете, что дальше с ними делать. То есть эта работа больше интеллектуальная, чем такая из серии «вот нам нужно получить этот биллинг» или это получить может каждый. Иначе все сейчас сделали бы это расследование. Да? Еще раз говорю, каждый человек есть $100, наверное, может его получить. Вот смотрите, хорошо, вопрос про аналитику. Как были раскрыты настоящие фамилии двух человек, Фролова и Спиридонова, которые оказались Александровым и Осиповым, согласно данным вашего расследования? Значит, что мы слышим у Навального? Навальный говорит, все просто, они брали девичьи фамилии своих жен. Но это не выглядит очевидным выводом. То есть кажется, что кто-то должен подсказать такое решение. Нет, так обратно же последовательность. Мы сначала узнаем их фальшивые имена, а потом узнаем, откуда они были. Проблема в том, что вот эти их две реальности, под их настоящими именами и под фальшивыми именами, они пересекаются, накладываются друг на друга по многим параметрам. То есть они в какой-то момент исчезают со своим настоящим именем, и в этот же момент они всплывают под своим фальшивым. Вот в этой точке пересечения их можно найти. А как был сделан вывод, что это именно девичья фамилия их жен? Нет, а дальше когда мы уже узнаем, что у них была вот такая фальшивая фамилия, мы дальше смотрим, просто что это за люди, потом смотрим совпадение, что вот у них есть такая-то фальшивая фамилия, а еще у него вот такая-то жена с такой-то девичьей фамилией. Ничего себе. Совпало. А как? То есть вы еще и жен пробиваете? Не, мы автоматически... Вплоть до рождения жены? Мы автоматически видим, когда мы пробиваем всех этих людей, мы смотрим, естественно, всех их родственников. Они всплывают все в базах. А откуда фото этих всех людей взялись? Значит, там есть, опять же, по фото есть разные места, где фото появляется. Это данные с Роспаспорта, естественно. Данные, я не буду на всякий случай все базы говорить, потому что все-таки нам для работы журналистов-расследователей важно, чтобы что-то оставалось в тайне. Но, в общем, есть ряд баз данных, в которых человек есть с его фотографией. Навальный находится в уникальной ситуации, что никто не расследует его убийство, так что у него остается очень немного способов сам расследовать это. Звонок, при котором мы присутствовали, который сделал сам Навальный своим кандидат-убийцам утром до нашей публикации неделю назад. Многим из них он прямо сказал: «Я Навальный, зачем вы пытались меня убить?» Что довело до беспрецедентного вообще молчания с другой стороны. Но одному он в конце, поскольку не дал никакой результат, честный подход, он решил сделать то, что для Кремля очень долго делает Вова и Lexus, да. Пранкеры. Он стал пранкером. Есть такой софт, который позволяет поменять видимый номер, с которым ты звонишь. И вот мы ему помогли в том плане, что ему дали номер, с которого очень часто, ФСБшный номер, с которого очень часто эти люди получают звонки. Я могу вам позвонить с номера, который у вашей записной книжки, и тогда вы увидите именно это имя, которое там. Так что давайте, если хотите. Такое. Давайте попробуем. Вот Алексей Пивоваров, который находится сейчас в Москве. Угу. Это стоит 10 евро, да? Чтобы я мог делать такие звонки. Вы тоже можете, любой человек может. Сразу после университета создал первое частное радио в Болгарии. Я 25 лет работал в радио, где я всегда был за кулисами и всегда ничего не делал своими руками. То есть я давал советы, давал консультации моему менеджменту, но я реально не создавал контент. А я вошел в радио, когда был еще тинейджером, чтобы создавать контент. Я думаю, что это то же самое. У вас было ощущение, что вы что-то упустили в своем прошлом? Именно. Ничего себе, вы наверстываете. Сейчас контент. Просто сложно представить себе хобби, которое занимает месяц жизни без выходных. Это не может быть навсегда, но это тоже как, раньше мы говорили, тоже как казино. Я сейчас опять решил, что это будет последнее большое расследование. Честно говоря,
а что больше этого можно сделать. Поэтому я не думаю, что мне будет интересно сделать что-то меньше. Вы же занимались политическим активизмом, да, на заре карьеры, участвовали в... Студенческие годы, да. Да, участвовали в акциях, задерживались многократно. Как вы пришли к расследовательской журналистике? На самом деле, одновременно это началось. По сути, в журналистике, так или иначе, я работал с 2004 года. Сначала на всяких там трешовых местах, потом уже с 2006 уже в нормальных газетах, там «Новое известие», потом в «Слоне», который теперь «Репаблик». И это как бы совмещалось. И вас там еще увольняли несколько раз, я помню. Да, но после инцидента с Медведевым... Именно права и свободы человека и гражданина определяют смысл и содержание государственной деятельности. Что вы слушаете? Он нарушил все права и свободы человека и гражданина. Фактически, именно эти свободы... В тот же день мне объяснили, что в одном издании сокращение штатов резко произошло в тот же вечер, и я под него попал. Что было за издание? Это «Радио говорит Москва», где я вел политические дебаты. А другой частный корреспондент, там вообще стерли сразу все статьи, которые я писал к тому времени, что якобы их не было. Но я всегда разделял две эти вещи, то есть если я шел на какую-то акцию, я никогда не брал с собой журналистское удостоверение, или наоборот, если я брал с собой журналистское удостоверение, никогда не скандировал какие-то лозунги и ни в чем не участвовал. Я считаю, что все-таки я сделал такой contribution для Bellingcat, и он для меня сделал contribution. А Bellingcat сделал для меня contribution того, что я смог работать свободно и не опасаясь до недавно о том, что лично на меня будут прицели. И я решил, что нечего скрывать, нечего прятать. И даже, может быть, в каком-то степени вот моя публичность может мне предложить какую-то защиту. Как вы думаете, наружка есть? За вами идет кто-то, смотрит? Я думаю, что они следят за мной по гаджетам и таким электронным способом, потому что это гораздо удобнее для них. Но меня это не беспокоит, потому что скрывать мне, в принципе, нечего. Все, что я знаю, я и так публикую. И я думаю, что они тоже понимают, что мне скрывать нечего. То есть иначе бы они тоже какие-нибудь там обыски или прочее бы легко организовали. Поэтому, пусть они, если даже захотят ходить со мной рядом, пожалуйста, как бы я не возражаю. А какие-то угрозы вы получаете, намеки там? Я думаю, что вот те товарищи, о которых мы говорим, то есть российские спецслужбы, они, если захотят что-то сделать, они не будут предупреждать, не будут угрожать. То есть для того, если надо человека убить или посадить, зачем его об этом предупреждать, да? Кристо, кофе? Капучино. Спасибо большое. Сахар. А вот в этом смысле у вас есть какая-то предосторожность? Вот сейчас задумался. Нет. Сейчас задумались? Да, мы дома сами готовим, так что риска большого нет. Вы вот когда так в баре сидите, воду пьете, там, чай, вино, нету никаких опасений? Нет, у меня довольно рациональное есть представление о том, как и когда совершаются эти отравления, как совершаются подобные преступления. То есть, например, для того, чтобы понять, какая опасность тебе угрожает, надо поставить себя на место отравителей из ФСБ. То есть, если бы он хотел меня отравить, где бы и как он это сделал. То есть, очень сложно им себя вести в ситуации спонтанности. То есть, если они не знают, когда я выхожу из дома обычно, если нет каких-то особых привычек, если они не знают, в какое именно кафе я зайду в эту секунду, если я заранее не договаривался, да, то тогда им сложно подстроиться. И уж тем более очень сложно кого-то травить на публике. То есть вы стараетесь заранее не договариваться о встречах в ресторанах и так далее? Да, то есть есть определенный протокол безопасности для журналиста расследования. Стараться не возвращаться одним и тем же путем всегда домой, всегда делать разные маршруты. Но у меня еще и просто такой характер, из-за чего я являюсь проблемой для спецслужб. То есть, например, я рассеянный, все время что-нибудь дома забываю, резко разворачиваюсь, бегу быстрее домой. Например, если бы за мной была наружка, для нее была бы колоссальная проблема, потому что даже в тренингах по безопасности говорится, сделайте вид, что вы что-то забыли, и резко развернитесь и пойдите в обратное направление, посмотрите, кто идет за вами. Я это делал естественным образом, потому что все время что-то забываю. Как вообще семья относится к тому, что вы делаете? Их вообще не интересует тематика. И это меня иногда раздражает, а с другой стороны... Они думают, что вы сошли с ума? Да. Вот мои дети сказали именно так. Я говорю, а когда? Когда стал журналистом.
Журналисты находятся, по крайней мере, те, которые работают в Москве, в привилегированном положении по сравнению с активистами, с политиками, правозащитниками. Журналистов, да, мы, конечно, знаем случаи с убийством Политковской, с убийством Пола Хлебникова, и там тоже на журналистов тоже было какое-то давление. Но все-таки, опять же, поскольку я в студенческие годы был активистом, я могу сравнить, у меня до сих пор знакомства все с активистами и так далее. Да? То есть, несравнимо. Проще быть журналистом, чем активистом. Поэтому особенно когда мы, опять же, видим, что тот же Навальный, на которого было уже одно покушение на убийство очень серьезное, он возвращается в Москву. Владимир Карамурза, на которого было 2 покушения, оба раза он чуть не умер. Вот я сегодня вечером буду с ним встречаться, он в Москве, да? И так далее, и так далее. То есть даже если эти люди считают необходимым быть в России и не бояться, то мы, как журналисты, просто не имеем права бояться. То, чем занимаетесь вы, это журналистика? Нет. Это аналитика, это Шерлок Холмс и журналистика на треть. Но реально, и когда я пишу для других журналистов. Я пытаюсь писать так, чтобы им было удобно поверить и иметь ресурс, чтобы это рассказать своим читателям. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. Связаны ли вы с какой-либо спецслужбой? Здесь есть 2 мифа. Первый миф, во-первых, о том, что иностранные спецслужбы такие эффективные, у них так все можно быстро сделать и так далее, и так далее. Вот по моим наблюдениям, когда вот мы работали по иностранным темам, по темам, связанным там, с убийством Хангашвили в Берлине, по делу Скрипалей, который был на территории Британии, по всем этим случаям мы видели, что очень много информации, наоборот, они получали, когда читали Bellingcat Insider, а не наоборот. Они, конечно, не такие рукожопые, как наши, но все-таки они тоже сильно отстают от 21 века и от современных методов расследования. Им тоже есть чему поучиться у журналистов. Это первый миф. А второе – это то, что никакого особого привилегированного доступа у спецслужб в отношении биллингов или чего-то быть в принципе не может, потому что эта информация есть только у российских операторов, у российских спецслужб. То есть те же самые иностранные спецслужбы могут только тем же способом получить, что и журналисты. Никакой разницы здесь нет. Смотрите, откуда еще идет уверенность многих людей про связь расследователей со спецслужбами. Знаменитое расследование по MH17. В нем в большом количестве фигурируют в отличном качестве сделанные переговоры телефонные. Только что сбили самолет, группа минера. Так это никто не скрывает, что это СБУ передало... Во-первых, они выложили в YouTube эти переговоры. Во-вторых, они передали Joint Investigation Team в Голландию эти все переговоры. Никто не скрывает, что это СБУ их перехватывало. Очень часто мы слышим от российских официальных лиц, что вы являетесь, по сути, подразделением западных спецслужб. Думаю, что это очень плохое и смешное обвинение с их стороны, потому что если это было бы так, вы видите, как я хожу без охраны, с компьютером, который я оставил там и так далее. Было бы так легко им доказать это. Было бы так легко найти что-нибудь в моем компьютере. Заслать какого-то журналиста, который забрал у меня интервью, посмотреть мой компьютер и найти любое доказательство, которое бы уничтожило Bellingcat один раз и навсегда. Единственная причина, почему Bellingcat продолжает существовать и не иметь ни одну ошибку за своей спиной, это потому что мы не работаем с ни одной спецслужбой. Иначе Россия бы доказала это давно, и они бы это опубликовали. Если перевести эту тему в сослагательное наклонение, я много лет работал в Европе и общался с журналистами крупных европейских компаний, которые могли честно признаться, да, мы получили эти сведения от одной спецслужбы. Для вас это было бы зазорно сказать, да, в расследовании о Навальном или о Скрипалях действительно признаюсь, это мы получили от спецслужб. Для вас это было бы допустимым, в принципе, теоретически? Это было допустимо, но это бы противоречило нашему... Противоречило бы вообще нашему методу работы, потому что мы не хотим работать с источниками. Источники
врут. Источники имеют причину, почему они дают информацию. Они дают испорченную или неполную информацию. Мы хотим сами находить там, где люди не ожидают, что мы будем искать. И только тогда мы можем поставить свое имя за этой информацией. Если информация исходит изначально от спецслужб, это не имеет значения? С точки зрения праздного любопытства имеет. С точки зрения текущего момента, вот нам, как гражданам России, важно знать, как зарабатывает зять президента, нам важно знать, насколько честен президент перед своими избирателями. Для нас скорее это первично, чем источник и его мотивы. И это не только наш подход, это подход, который исповедуют журналисты по всему миру. Если вы помните, панамские документы, которые привели к глобальным реформам по всему миру и, безусловно, являются историческим фактом журналистики не только в ней, они тоже были слиты анонимным источником, и до сих пор мы не знаем, кто этот человек. Давайте напомним эту историю, ее не все помнят. 2016 год – это самое глобальное совместное расследование в истории журналистики. Анонимный источник слил газеты Süddeutsche Zeitung данные офшорного регистратора, и в этих данных были сведения о тысячах компаний, офшорных компаний по всему миру, в том числе о том, какие чиновники и сотрудники спецслужб и криминальные люди владели этими компаниями. Футболисты знаменитые там были. Футболисты, да. Среди них был лучший друг президента и крестный отец его старшей дочери виолончели Сергей Ралдугин, который оказался владельцем тайной офшорной империи с оборотами в миллиарды долларов. И в этой истории, поскольку там был большой объем документов, участвовали десятки, может быть, даже сотни журналистов по всему миру, которые объединились в организацию, называемую... ICIJ. Они состояли в ней еще до этого. ICIJ – это старая организация, и там давно это такой профсоюз лучших расследователей мира, и попасть в него – это большая честь, и в нем состоят сотни журналистов со всего света. И функция ICIJ в том, чтобы объединять журналистов, когда приходит время для таких больших совместных проектов, как панамский документ. Мы знаем, что сейчас активно продвигается у нас в парламенте закон, который блокирует получение информации о частной жизни. И огромный список идет чиновников, там и вся Госдума, и Совет Федерации, и все-все-все. Вы после этого сможете и устанавливать ответственность за нарушение? Вы сможете после этого работать? Закон о СМИ российский четко защищает журналиста здесь и говорит, что если вы выкладываете персональные данные в связи с высокой общественной значимостью, вы имеете на это право. Тот новый закон не может отменить старого. Если старый говорит, что персональные данные, но в новом законе нигде не прописано, что эта норма убирается. Я думаю, что здесь снова создается специально такая ситуация, как часто бывает в российских законах, когда создаются два противоречащих друг другу законов для того, чтобы в какой-то момент судья в погонах, который получает звонки из администрации президента, мог решать, что вот Вася Пупкин, он здесь будет оправдан, а Вася Огурцов будет здесь наказан. То есть он выбирает и будет точечно применять этот закон к одним или к другим людям. Как вы собираетесь выживать и не собираетесь ли вы менять профессию или уезжать в такой ситуации? Хороший вопрос, который мы недавно обсуждали, выпивая с редакцией, и честно скажу, что ответа у нас пока нет, потому что выбор между двумя вариантами. Вариант первый – заканчивать с профессией, вариант второй – эмигрировать и плевать на уголовные дела и продолжать делать то, во что мы верим. Мы не знаем пока, что мы выберем. Вы без относительно итогов расследования обнажили просто совершенно другую проблему в России, в целом проблему защиты данных. Да. В сравнении с Европой мы находимся где в этом смысле? В сравнении с Европой очень-очень далеко, потому что есть коррупция, а коррупция есть, потому что правительство, потому что система авторитарная, которая требует очень много накопления, централизованное накопление информации. Каждая страна, которая пытается знать все обо всех в реальное время, она вот такая структура коррелируется с большой коррупцией. И поэтому та информация появляется для всех, становится доступной. Страны, где коррупции нет, такого бизнеса и такого рынка в принципе нет. То есть представить себе, что в Англии или в Голландии или в Соединенных Штатах можно было бы вот так вот взять и купить такие данные, это абсолютно нереально. Никто даже не пытается. Более того, даже в Украине, когда мы встречались с коллегами, казалось бы, такая коррумпированная страна, и
точно не менее коррумпированы, чем Россия, все покупается, продается. Даже там журналисты этим не занимаются. То есть Россия в этом плане впереди планеты всей просто. Рома, Да. есть секунда или началась оперативка у тебя? Оперативка, ты смешно называешь планерку. Планерка. Началась, но я ради тебя готов ее прервать. Так Ну, только в двух предложениях скажи мне, какая реакция, потому что я до сих пор писался здесь. Реакция охуенная. У нас рекорднейший трафик, рекорднейший. Серьезно? У Навального тоже рекорднейший по Ютубу, больше, чем в прошлый раз. Серьезно? Да, намного больше. И у нас намного больше трафик. У нас сейчас одновременно 3,5 тысячи человек читает уже и растет постоянно. Такого не было никогда. И я когда приходил в профессию именно расследовательскую, я приходил с такими розовыми очками и в таких розовых очках, полагая, что сейчас-то мы и будем менять мир к лучшему и, значит, показывать, кто здесь жулики и воры. Когда раз за разом ты публикуешь и нет никакой реакции общества, ты себя должен убедить в чем-то, убедить, почему ты это делаешь. Иначе, когда ты теряешь смысл в своей деятельности, то это довольно тяжело. И я себя убедил в том, что мы это делаем для того, даже несмотря на отсутствие реакции общества, мы это делаем для того, чтобы фиксировать историю. Ведь к журналистике можно относиться как к профессии, которая меняет мир к лучшему, а можно относиться как к профессии, которая просто фиксирует факты для будущих поколений. Поменять отношение общества очень сложно. Поменять отношение критической массой меньшинства общества, которое самое активное, вот это можно. Дать надежду вот молодым блогерам и так далее, что они могут это делать массово, это очень важно для меня. Для меня уже журналистский вопрос закрыт. Нам надо было найти преступников. Мы их нашли. Мы рассказали про людям. Все, кто умеет читать, у кого есть глаза, все знают, кто пытался отравить Навального. Кто был исполнителем, кто был заказчиком. Все понятно. Дальше вопрос просто в политической плоскости. Это уже вопрос не ко мне, не к журналистам. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Не знаю, как вы для себя ответили на вопрос, сливают ли этим расследователям какую-то часть информации спецслужбы. На мой личный взгляд, это вопрос вообще не первой важности, как добыта информация, а первой важности вопрос – это что именно содержится в этой информации. Какова суть ее? Влияет ли эта информация на нашу с вами жизнь? Должны ли мы вообще об этом знать? И, как мне кажется, когда речь идет о том, что власть, по крайней мере, звучат обвинения в том, что власти могут планировать внесудебную расправу над каким-то гражданином Российской Федерации, неважно даже каким, то, безусловно, это та информация, которую все мы должны знать. И в этом смысле журналисты-расследователи сделали большую и важную работу. Я хочу более общую вещь сказать, но мне кажется важным это произнести, что ведь в целом независимая журналистика, независимая от государства, она нужна не для того, чтобы быть в оппозиции, нападать на власти, защищать интересы там, олигархов, которые, может быть, там ее финансируют или софинансируют. Она нужна в первую очередь для того, чтобы защищать права простых людей, которым зачастую вообще больше не к кому обратиться, особенно в нашей стране, кроме как к блогеру, к журналисту, в надежде, что они приедут, расскажут, и публичность этой информации поможет простому человеку решить какую-то свою проблему, потому что больше этому человеку просто не к кому обратиться. Мы же сплошь и рядом это видим. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся.